Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. У нас сегодня потрясающий, не побоюсь этого слова, сочный пирог, без кефира, без дрожжей и даже без картошки в начинке. Зато два разных, моментально быстрых и легких вида теста. Очень сочная начинка, но обо всем по порядку. Давайте начнем. Для первого 200 граммов муки просеиваем в миску вместе с разрыхлителем в количестве 5 граммов и небольшим количеством соли. Еще размешаем дополнительно для более равномерного распределения разрыхлителя. Добавим 100 граммов мягкого сливочного масла. Сначала разминаем вилкой, чтобы масло меньше таяло от тепла рук, а затем быстро руками до состояния мягкой крошки все перетираем. Разбиваем одно яйцо. Добавим пока 1 столовую ложку воды обычной. Начнем собирать тесто. Если воды мало и крошка не собирается, доливаем еще столовую ложку той же самой воды. Теперь все отлично. Тесто нежное, не липкое, мягкое. Собираем все частицы с миски. Долго месить не нужно. Накрываем и пока поставим в холодильник. Минут на 30. Этого времени хватит для приготовления начинки. Хорошо разогреваем растительное масло и в горячее добавляем куриное филе. Это бедро курицы без кожи и кости. Нарезано на небольшие кусочки. Можно также использовать куриную грудку. Она не будет сухая. Здесь, кстати, 550 грамм. Мясо не трогаем. Пусть снизу успеет схватиться корочкой. Нарезаем 6-7 головок лука. По весу выходит 700 грамм. Лука для рецепта много, но он отлично сочетается с курицей. При этом пропитает мясо и сделает его максимально сочным. Будет вкусно. Из мяса уже выпарилась вода. Оно начало жариться. Можно его посолить и поперчить. Обжаренное до корочки бедро убираем со сковороды без остатков масла. В этом оставшемся масле отдельно следом обжариваем лук полукольцами. Его я сразу солю и перчу. Обжариваем также до заметных поджаренных колец. Лук будет также выделять сначала сок, а потом начнет жариться. Почти все готово. Можно выключать лук, добавить мясо обжаренное, перемешаем. Пока начинка остывает, нам остается сделать еще одно тесто. Но сначала достаем тесто песочное из холодильника. Раскатываем его до нужного диаметра с запасом на бортике. Форму использую 22 см в диаметре. Разъемная, круглая. Форму я ничем не смазываю, только что низ застилаю пергаментом. Подравниваем края. Теперь уже можно спокойно делать второе тесто, оно у нас заливное, для верха пирога. Взбалтываем венчиком 2 яйца с солью и перцем. Добавим 200 граммов сметаны, использую 10%. Опять размешиваем. В конце вводим муку с разрыхлителем. Заранее муку и разрыхлитель необходимо перемешать. Все, второе тесто тоже готово. Духовка уже должна разогреваться на 200 градусов. На песочное тесто выкладываем курицу с луком. Равномерно заливаем начинку вторым тестом. Посмотрите, она вровень с первым тестом. Сверху присыпаем по желанию кунжутом или тмином черным. Можно ставить в духовку. Температура выпечки 200 градусов, время около 40-50 минут. До готовности заливного теста, которую определяем, прокалывать деревянной шпажкой. 45 минут и пирог готов. Очень поднялся, видно, какой он сочный.
Но сразу его не подаем, накрывать его тоже не нужно. Сразу аккуратно достаем из формы. Видите, как просто. Поэтому разъемная форма для такого пирога очень кстати. Пирогу даем остыть минут 10-15. Давайте скорее попробуем. Сверху аппетитная румяная корочка из заливного теста на сметане. Оно мягкое, а по бокам и снизу тесто песочное, тоже мягкое, хрустит и не сильно крошится. И самое главное, взгляните, сколько сока внутри. Это все от лука, лук и мясо пропитал. Оно стало сочным и мягким. Даже если вы будете использовать куриную грудку, она не будет сухой. Обязательно попробуйте. Очень и очень советую. Делитесь видео с друзьями, ставьте нравится, это лучшая благодарность от вас. На этом сегодня все. Пока!